Здравствуйте! Этот ролик, как, впрочем, и все предыдущие, основан на реальных событиях и достоверных фактах. Но если серьезно, то я стараюсь делать видеоуроки так, чтобы они были полезными с практической стороны и могли послужить как в качестве руководства, так и в качестве отправной точки для развития собственных идей. На этот раз речь пойдет о вариантных расчетах, которые стали весьма востребованными в связи с большими объемами проектных работ, выполняемых в последнее время. Подобная работа была недавно сделана в качестве помощи моим коллегам-проектировщикам, и с учетом актуальности темы я решил повторить ее в Aynor Excel. Согласно с нормативной документацией, в проекте должен быть предусмотрен раздел анализа пропускной способности сети с учетом ремонтных схем и аварийных отключений. Ремонтная схема представляет собой нормальную схему сети с отключением одного или нескольких сетевых элементов, главным образом линий электропередач и трансформаторов. Для ремонтной схемы требуется установить допустимость режима путем расчета потока распределения и анализа токовой загрузки оборудования. Если расчет режима ремонтной схемы невозможен или значения длительно допустимых токов превышены, требуется принять меры, перечень которых определяет проектировщик. Количество расчетов для нескольких ремонтных схем в общем невелико, что дает возможность выполнить их вручную. Однако на каждой ремонтной схеме требуется дополнительно проанализировать возможные аварийные отключения, количество которых может быть уже значительным. Прибавим необходимость анализировать несколько одновременных отключений или несколько одновременных ремонтов. Хотя более правильно сказать не прибавим, а умножим, потому что именно умножение потребуется для определения необходимого количества расчетов. Если принять во внимание одновременные двойные, тройные и другие кратные ремонты и отключения, потребуется также вспомнить выражение для вычисления количества возможных выборок. Например, имеется 6 линий, по которым нужно проанализировать ремонтные схемы. На каждой ремонтной схеме требуется проанализировать двойные аварийные отключения группы из других 6 линий. Общее количество режимов, которое нужно будет проанализировать, будет равно 90. Если представить, что потребуется анализировать двойные ремонты, получим количество расчетов, равное 225, при котором рабочий день проектировщика может сильно затянуться. Но если перебор вариантов схем удастся автоматизировать, даже такое количество расчетов уже не будет существенным. Средство автоматизации в случае с Aynor Excel, конечно, встроенная в Microsoft Excel среда Visual Basic. С ее помощью можно реализовать не только алгоритм перебора вариантов, их расчета и анализа, но и снабдить его вполне достойным пользовательским интерфейсом. Про то, как устроен макрос вариантных расчетов, рассказывать не буду. Желающие и разбирающиеся в этом деле смогут познакомиться с его устройством самостоятельно. Если возникнут технические вопросы, сможем разобрать их на форуме. Расскажу о том, как макросом пользоваться. Первое, что нужно сделать, загрузить книгу с макросом с сайта www.aynorexcel.com из раздела «Обучение». Ссылка расположена в дополнительных материалах к этому видеоуроку. Там же, кстати, можно загрузить и текст, который я сейчас читаю, дополненный иллюстрациями. Книгу с макросом нужно извлечь из архива и поместить в любую папку. Желательно сделать так, чтобы путь к книге с этим макросом не менялся. Это позволит нам сделать кнопку на ленте инструментов Excel и пользоваться макросом так, как будто он встроен в программу. Но об этом позже. А пока загрузим книгу с макросом. Система безопасности Excel при загрузке книг с макросами обычно выводит запрос для того, чтобы подтвердить ваше намерение запустить макрос. На этот вопрос следует ответить утвердительно. Макрос теперь доступен и готов к работе. Можно начинать работу прямо в загруженной книге. Для этого нужно создать новую или импортировать готовую схему, а можно загрузить книгу с уже готовой схемой в формате Aynor Excel. Так и поступим. Загрузим тестовую схему IEEE 118 на 118 узлов. Макрос работает с активной книгой Excel, так что можно пользоваться им в любой из загруженных книг. Для работы с макросом схему следует подготовить. Во-первых, нужно задать длительно допустимые токи оборудования в столбце Emax, если они еще не заданы.
Во-вторых, на вкладке ветви для работы макроса потребуются 3 столбца – ремонт, отключение и отчет. В столбце ремонт любыми значениями кроме нуля, например, единичками, заданы ветви, которые должны отключаться, имитируя вывод в ремонт. В столбце отключения заданы ветви, которые должны отключаться, имитируя аварийные ситуации. При этом на каждый ремонт будут перебираться заданные комбинации аварийных ситуаций. И в столбце «Отчет» заданы ветви, которые макрос будет включать в отчет для каждой схемно-режимной ситуации. Столбцы можно создать вручную в заголовке таблицы, но проще запустить макрос, который, обнаружив, что нужных столбцов нет, создаст их. Для запуска макроса нужно перейти на вкладку «Разработчик», нажать кнопку «Макросы» и выбрать макрос «Вариантные расчеты». Обратите внимание, что макрос расположен в своей собственной книге, но работать может с любой книгой Excel, которая активна. Первый запуск макроса, при условии, что нужные столбцы еще не созданы, закончится вот таким сообщением. Такое же сообщение макрос выдаст, если столбцы есть, но не заполнены. Перейдем на вкладку «Ветви». Нужные столбцы созданы, осталось их заполнить. В столбцы для выбора ветвей можно вводить любое ненулевое значение. Я ввожу единицы. Для примера я выбрал достаточно крупную станцию в узле 49. Все отходящие ветви отметим так, чтобы они выводились в ремонт. Упростить поиск таких ветвей можно с помощью автофильтра по номеру узла. Сначала по узлу начала, равному 49, а затем по узлу конца. Аварийные отключения зададим для ветвей, набор которых я определил опытным путем. Макрос контролирует также и результат расчета режима, и я намерен это продемонстрировать. Однако тестовая схема очень устойчива, благодаря хорошей сбалансированности. И поэтому, чтобы добиться отказа в расчете установившегося режима, к ремонтам я добавил еще одну ветвь – 3865, а к аварийным отключениям – ветвь, отделяющую мощный генератор в другой части системы – 910. При одновременном их отключении режим в схеме неустойчив. В отчет включим набор ветвей, который также подобран для данного теста. Для контролируемых ветвей зададим значение длительно допустимых токов. Для этого также используем автофильтр, упрощающий работу. После того, как все ветви выбраны, можно снова запустить макрос. На этот раз все исходные данные соответствуют требованиям, и макрос выведет диалог выбора параметров работы. Их не так много, и означают они следующее. Кратность ремонтов позволяет задать количество одновременно отключаемых ветвей в группе, отмеченных в столбце «Ремонт». Макрос будет поочередно формировать комбинации из заданного количества ветвей. Кратность отключений задает количество ветвей, одновременно отключаемых в группе, отмеченных в столбце «Отключения». На каждый ремонт будут сформированы все возможные комбинации отключений. Переключатель «Показывать только режимы с нарушениями» позволяет исключить из отчета результаты расчетов, в которых нет никаких нарушений. Установим однократные ремонты и отключения и запустим макрос.
книге, в которой запущен макрос, будет создана новая вкладка «Отчет». По завершении работы макроса на листе вкладки будет сформирована таблица отчета. В столбцах будут выведены названия ветвей, включенных в отчет. В строках схемно-режимные ситуации, которые получил макрос путем комбинирования отключений. На каждую схемно-режимную ситуацию приходится 2 строки Excel. В первой строке перечислены ветви, отключенные по причине вывода в ремонт, во второй ветви, отключенные для имитации аварийной ситуации. На каждую ветвь отчета таким образом приходится 4 клетки листа. В первой из них выводится активная мощность в начале ветви. Во второй – расчетное значение тока в амперах. В третьей – токовая загрузка ветви в процентах, представленная как отношение расчетной величины тока к длительно допустимой. Если токовая загрузка превысит 100%, клетка с токовой загрузкой будет иметь красный фон. Если в схемно-режимной ситуации возникнут проблемы с расчетом установившегося режима, вместо расчетных значений потока мощности и тока будет выведена причина, по которой не удалось сбалансировать режим. Если бы мы включили переключатель «Показывать только режимы с нарушениями», в отчете оказались бы только схемно-режимные ситуации, в которых есть превышение токовой загрузки или не удалось сбалансировать режим. Можно попробовать убедиться в этом, повторив расчет. Но на этот раз попробуем задать одиночный ремонт и двойное отключение. Можно убедиться в том, что макрос теперь формирует комбинации отключаемых ветвей попарно. Количество расчетов может быть внушительным, но вместо того, чтобы формировать и анализировать результаты вручную, можно заняться и более важными делами. В любой момент работу макроса можно остановить, нажав на кнопку «Стоп» или просто закрыв окно процесса расчета. Кроме комбинаций с ремонтами, макрос учитывает нормальную схему, а также варианты с ремонтами, но без аварийных отключений. Формат отчета, формируемого макросом, соответствует тому, который был использован в работе моих коллег. Безусловно, его можно изменить в соответствии с вашими требованиями. Правда, для этого придется немного изменить текст макроса. И если своими силами сделать это не получается, добро пожаловать на форум. И, наконец, о том, как сделать для макроса специальную кнопку на ленте инструментов. Я использую Microsoft Excel 2010, в котором эту операцию можно выполнить так. Войти в меню «Файл» и выбрать раздел «Параметры». В окне «Параметры Excel» выбрать пункт «Настройка ленты». В правом списке выбрать любую вкладку на ленте. Я выбираю вкладку iNor Excel и нажать кнопку «Создать группу». В контекстном меню созданной группы выбрать команду «Переименовать». В диалоге можно задать требуемое название и выбрать картинку для новой группы. В выпадающем меню выбрать команды, выбрать пункт «Макросы». В левом списке нажать макрос «Вариантные расчеты» и нажать кнопку «Добавить». В строке добавленного в группу макроса в контекстном меню выбрать «Переименовать» и задать нужное имя и картинку. В результате получаем возможность запускать макрос напрямую, без перехода на вкладку «Разработчик». В заключение еще раз напомню, что обсудить материалы, задать вопросы и просто побеседовать можно на форуме сайта, где я буду рад вас приветствовать. На этом все. Спасибо за внимание.